Да, это будет гадание, что думает о вас в настоящий момент загаданное лицо, загаданный человек. Но это гадание романтическое, это гадание на любовь. Поэтому я прошу вас загадать сюда человека, с которым вы имеете именно романтическую связь, а может быть, пока не имеете, с которым только планируете или допускаете возможность, что вы окажетесь парой, что между вами случится роман. И мы предполагаем, что вы не от праздного любопытства интересуетесь, а по-честному, потому что этот человек уже есть в вашей голове, а может быть и в сердце. А теперь вы как будто хотите разобраться, есть ли у него взаимные, похожие или какие-то ответные мысли в отношении вас. Вот только для этого я советую смотреть такое гадание. Не для развлечения, а для того, чтобы просто понимать, куда, например, развиваются ваши отношения, возможно ли они в принципе. Может быть, карты подскажут вам, как разгадать секреты, какие-то загадки в поведении данного конкретного мужчины, парня, там, молодого человека, вашего бойфренда. Надеемся на это. И 3 колоды карт я достала, потому что, как всегда, предлагаю вариант 1, 2, 3. Выберите карты, которые вам нравятся, вот так вот, интуитивно, или можете рассмотреть рубашку. Вот. 1, 2, 3. Это будет первый вариант, 2 и 3. Если вы выбрали первый вариант, то для вас вот такие вот карты. Царское Таро вы выбрали и не прогадали. Карты очень красивые, и несмотря на несколько пугающие местами иллюстрации, карты эти довольно добрые. Итак, что думает о вас загаданный человек? Подумайте сейчас о нем. Представьте его себя. Может быть, он у вас вообще где-то рядом в соседней комнате сидит. А можете и представить, как он у вас в соседней комнате сидит, если это не так, если вы в разлуке сейчас. То есть вам нужно для точности, для верности, предсказания максимально внутренне, как-то своей интуицией прикоснуться к этому человеку и прочувствовать ситуацию особенно близко, особенно остро. Возможно, вам поможет вспомнить какие-то самые трогательные, самые яркие моменты, которые вы переживаете с этим человеком, или какие-то его слова, которые вас зацепили. Итак, что же он думает о вас? Его мысли только в настоящий момент, пока мы ни прошлое, ни будущее не оценим, в настоящий момент. 3 карты основные. В центре у нас оказывается рыцарь жезлов, да? Ну что ж, во-первых, это мужской персонаж, мужская персона. То есть сам человек присутствует. Это очень важно. Все начинается, расклад начинается именно с мужской фигуры, с персоны. Это значит, что объект есть. Это значит, что вы не напрасно именно этого человека загадали. Он есть, он какой-то такой, по крайней мере, энергия его осязаемая, близкая, активная. Рыцарь жезлов – это один из самых-самых активных героев в колоде Таро.
Поэтому понятно, что, во-первых, думает о вас. Во-вторых, думает очень даже как-то, знаете, вот не отстраненно, скорее даже не думает, думает, вернее, стратегически или тактически даже. То есть он больше желает, правильнее сказать так, да, менее думает, но больше желает, строит какие-то планы, испытывает страсть, а возможно сам пытается оценить вот свою страсть и накал собственного чувства к вам. Мысли эти очень могут быть сбивчивые, яркие, но короткие. То есть, возможно, думает о вас не постоянно, не в режиме 24/7, а вот тоже как накатит. То есть нужен какой-то информационный повод. Возможно, когда вы переписываетесь, созваниваетесь или видитесь, потом чувства могут отступать, то есть этот человек переключается на какие-то свои дела, переключается, да, на свои дела. Ну что сказать, конечно, с такими вот мыслями активными этот человек должен действовать и должен себя очень показательно и очень мужественно вести по отношению к вам. То есть, как правило, мысли, которые приходят по вот таким крупным жезлам, человеком не скрываются, потому что он не боится, во-первых, не стесняется и не считает нужным скрывать правду. То есть обычно с такими мыслями мужчина настойчив, очень откровенно, иногда даже слишком откровенно рассказывает о своих планах, может быть, о своих чувствах. То есть мы видим фигуру здесь трепетную, властную отчасти и очень-очень жизнелюбивую, жизнеспособную. То есть, и, соответственно, такие мысли, знаете, страстные, огненные, пронзающие, можно сказать. Следующее, здесь же рядом лежит рыцарь кубков. Но те, кто постоянно смотрит гадание на Таро, знают, что рыцарь кубков – это самый-самый нежный романтический персонаж как раз в колоде. Поэтому мы и скажем, что у вашего загаданного героя тоже мысли относительно вас именно, во-первых, мужские, мы мысли тоже разделим, да, на мужские и женские, это правильно будет. А во-вторых, очень нежные. То есть, может быть, даже ностальгическим каким-то воспоминаниям придается, да, нежные мысли такие, обдумывает, может быть, что вам подарить, или какой-то вам сюрприз сделать, такой романтический, вроде там морского круиза, или что еще можно сравнить с этим, какой-то поездки, или, да как минимум, хотя бы букет цветов, или какое-то даже романтическое письмо, романтическое послание. То есть вот такие вот мысли страстно-романтические, такие, которых, наверное, вы и ждете вот от этого человека. И самое главное, что вообще от любого, наверное, можно ждать, да? Самое главное, что эти мысли очень осознанные у него. Вот никакой нет у него загадки, и вообще для него нет тайны, что он чувствует к вам. То есть этот человек прекрасно дает себе отчет, что вы занимаете его мозги, отчасти занимаете его сердце. Он честен с собой и не в растерянности. В своих чувствах отдает отчет себе прекрасно и в этих мыслях. И он не противится этим мыслям, что тоже важно. Абсолютно не противится. То есть он их приветствует, он не видит в своих мыслях о вас ничего предосудительного, дурного или пугающего. Его эти мысли вдохновляют, и, возможно, вдохновляют серьезно на какие-то подвиги, на творчество, на бизнес, на что угодно. Вот. Далее, тоже фигурная карта, но здесь новости немножко будут похожи. Это королева мечей выпадает. Это злодейка, соперница, в общем, другая женщина.
мало того, что другая женщина это когда просто королева какой-то масти, а здесь выпадает прямо вот королева мечей, та самая пиковая дама. Ну что сказать, все-таки вы делите место в голове этого человека с какой-то еще женщиной. Хочет ли он сам такого соседства, я не знаю. Вполне возможно, что вот от этой соперницы реальной, то есть реально опасной или какой-то полувоображаемый, он и сам хочет избавиться. Может быть, он сам не хочет думать о ней, но обязан, потому что привычка, или потому что он ей что-то должен, или потому что она очень навязчиво его преследует, пишет и звонит. Потому что попробуй-ка не думать про человека, который тебя постоянно дает о себе знать, да? Ну, то есть, видите, карта переворачивается, стоит верить. Точно, треугольник. Видите, тройка кубков. Ну, в таком соседстве это именно треугольник. То есть даже в голове у этого человека загаданного образовался такой вот любовный треугольник. Про женщину, про эту саму я плохого или хорошего сказать не могу. По отношению к вашему с ним партнерству или по отношению к его мыслям о вас, она, да, злодейкой выпадает. Но это не ее личная характеристика, понимаете, да? То есть она сама-то может быть очень даже хороший человек и правильный, все. Ну, просто она здесь как соперница, да? То есть в настоящий момент, мы гадаем на настоящее время, загаданный мужчина попеременно думает про вас и про другую женщину. Что про вас думает, я сказала, что про нее думает, нам не интересно. Ну, она есть все равно в его мысли, как-то она пробивается. Это похоже на треугольник, реальный или воображаемый, но в голове у него вот этот треугольник сложился, да. Но этот треугольник не особо его беспокоит, то есть какого-то напряженного выбора он не делает, абсолютно не делает. Здесь вот, кстати, снова крупные жезлы. Паш с жезлов выпадает. Это я могу повторить вот свой первый абзац. То есть очень активно, страстно, мысли яркие такие, знаете, пронзающие. То есть вот чем бы он ни занимался, там, что бы он ни делал, работает ли, не знаю, развлекается, и вдруг его как молнией, знаете, как вот пронзает электрический разряд, он думает о вас. Стремится, безусловно, к вам, потому что это очень активные мысли. Вот. И он очень думает о своей любви именно к вам. Может быть, о вашей общей любви или о ваших чувствах к нему. Потому что, видите, аж туз кубков выпадает у него в голове. Да? Эта карта говорит, что, опять же, очень для него очевидно то, что он влюблен и привязан к вам, и может еще как-то оценивать, хоть и не очень зло и придирчиво, но ваше чувство к нему. Или думает о том, куда ваша любовь приведет. Вот такие вот мысли. Ну, страсть и романтика. Эти кубки и жезлы есть. Вот так. Можно сказать, что мы делим здесь пополам. Мы видим, с одной стороны, человека, который, хотела сказать, судорожно, ну, по крайней мере, если не судорожно, то поспешно решает, что с вами делать, продолжать историю или как продолжать, как с вами помириться, как вам подойти, познакомиться, как там ваше доверие завоевать и так далее. А с другой стороны, это человек, который имеет много романтического ресурса. Это человек-романтик, потому что, понимаете, даже вот думать с тузом кубков в голове, да, оказаться с тузом кубков в голове, это не каждый может человек, не каждый мужчина и даже не каждая женщина, поверьте. То есть это у нашего героя должен быть, безусловно, огонь в гороскопе и вода в гороскопе. Возможно, чаще люди водных знаков или люди с водной Венерой умеют чувствовать, осознавать чувства или думать о чувствах.
Поэтому вот мысли вашего героя сейчас про вас такие. Люблю, и что делать дальше? Спасибо. Если вы выбрали второй вариант, то для вас абсолютная классика Таро. Классика Таро очень-очень понятны и, как правило, добрые карты, которые рассказывают про лучшее, ну и не то чтобы скрывают, но немножко нивелируют плохое. Итак, чтобы вам получить идеальный результат и досконально узнать мысли загаданного человека о вас, вы должны этого человека сейчас очень хорошо представить. Практически, знаете, чтобы он такой осязаемый был перед вами. И можете задать конкретный вопрос. Может быть, вас интересует не в целом вот его мысли про вас, прям, вот знаете, таким большим объемом. Может быть, в целом-то вы как раз все знаете, уже давно разобрались. А его мысли про вас по конкретной ситуации. Про ваш вчерашний разговор, например, или про какой-то его поступок. Что вы думаете? То есть здесь вы можете любую свою ситуацию, любой вопрос задать. Но в целом все равно мы как будто бы залезаем в голову загаданного человека. То есть мы как будто бы препарируем мысли относительно вас. Вот. И это не будет оценка вас. Возможно, я отдельное гадание сделаю скоро, как вас оценивает человек, какой он вас видит. А сейчас же только мысли его. Ох, какое начало выразительное. Ой, драматическую ситуацию, боюсь, карта описывает. Видите, центральная карта туз кубков. Это, конечно, главная карта про любовь в колоде Таро. Поэтому, не случайно вы вопрос задаете. Этот человек действительно о вас думает. Но почему он о вас думает? Потому что он много чувствует. Вот эти вещи надо различать с точки зрения психологии, даже физиологии. Вы понимаете, да, что это очень разные вещи. Чувства, эмоции – это вот один кусок личности, одно полушарие, да? Вот. А мысли, рациональные или разрушительные, неважно, это уже другое полушарие мозга. Поэтому вот видите, такое чувство, что эмоции, те самые чувства этому человеку затмили разум. Вот мы же спрашиваем, что он думает, а карты говорят, да он не думает, он только чувствует. Почему так бывает? Это могут быть личные характеристики человека из его гороскопа. Такое бывает, знаете, когда только чувства и мысли вообще отступают все на задний план. Такое бывает у водных людей часто, или у людей вообще просто, у которых, если даже Солнце не в водной позиции, то внутри воды много в гороскопе, Венера, например, водная. То есть мысли его относительно вас нерациональны, они полностью подчинены чувствам. И это тоже важная их хорошая, полезная, да, для вас информация, то есть вам полезно это понимать, что человек не думает, он вас математически, аналитически не оценивает, хорошая или вы плохая, правильно вы что-то говорите или нет. Он только чувствует, то есть даже мысли, если это можно мыслями назвать, они такие очень иррациональные, размытые, непонятные ему самому, а самое главное долгие. Вот Паж Кубков описывает мысли очень долгие, которые ни одна другую не перебивают. Если вот он начал о вас думать, не знаю, в прошлом сентябре, то он так ни разу и не прерывался, так ни разу и не прекращал. То есть туз кубков – это большой объем воды, самый большой, который только в колоде есть. И вот эти потоки, которые вот переливаются, видите, здесь из чаши, обозначают непрерывность. Туз кубков в том числе обозначает непрерывность происходящего. Здесь непрерывность мыслей. То есть мы можем догадаться, что этот человек
думает о вас давно. Но если вы верите в разным мистическим историям, может быть, он думал о вас даже до того, как с вами познакомился, например. Воображал, в мечтах вас видел, а может быть, каким-то образом ваш образ из прошлой жизни к нему являлся. То есть мысль такая одна, очень чувственная и долгая про вас. Но, естественно, он понимает, что это любовь, мысли романтические. А вот рядом, почему я сказала, что драматичная история? Рядом-то, видите, остренькие карты какие, одни мечи. Двойка мечей, карта одиночек. Очень-очень он закрыт. Вот эти вот свои мысли или, свои мысли, свои чувства о вас почему-то не хочет показать. Вам не хочет показать, кому-то еще не хочет показать. Считает, что не время, может быть, или что он не имеет права. Считает, что не встретит ответного чувства, не встретит понимания. То есть вот карты показывают очень сильную любовь этого мужчины и такую же сильную и очень уверенную закрытость. Вот такая вот закрытость. Но похоже, что закрытость это не придуманная у него идет, а по поводу, потому что, видите, рядом пятерка мечей, а пятерка мечей это уже карта обид. То есть этот человек думает про вас, что вы его выставили за дверь, что вы его раскритиковали, предъявили претензии ненужные, ну и вообще обошлись с ним так, как он этого не заслуживает. Это карта обид и самых-самых неприятных. То есть мы здесь видим человека перед собой, мозги, да, человека, который не может отвязаться от своей любви к вам, но при этом гордость, самолюбие и обида не позволяют ему думать, как-то позитивно, что ли, в каком-то оптимистическом ключе про вас или про вашу пару, про вашу романтическую историю. То есть сильно любящего человека мы видим здесь и сильно обиженного одновременно. Кстати, обратите внимание, если вы начнете сейчас, будете ломать голову, чем же вы его обидели, обратите внимание, что пятерка мечей описывает обиду без повода. Обиды по поводу, они там по другим картам выходят. А пятерка описывает проявление какой-то глупой, но и высшей несправедливости. А это могло быть случайно оброненное даже вами слово, а может и не вами. Может быть, третьи лица подсуетились, постарались. Знаете, так бывает. Вам про него наговорили, ему про вас наговорили. В результате вот мы видим, что у него Вот представьте, что из этих мечей, да, их же здесь достаточно много, складывается такая как бы клетка. Вот как клетка. А вот это вот его любовь, его чувство бьется в этой клетке. Вот чувство сидит в клетке. И все это вместе в голове, да, у него давит очень сильно. То есть такая раздрозненная. И ему больно. Ему больно думать о вас именно, потому что, с одной стороны, он не может отвязаться, вы очень навязчиво засели, и видно давно, и так глубоко в его голове, знаете, ваш образ мерещится ему повсюду. И в то же время он эти мысли от себя гонит, потому что считает, что так надо, что надо вас выгнать из своей головы, понимаете, да? Вот. Но это часто бывает, это не так оригинально, как звучит, очень часто так бывает, потому что любовь и обиды, к сожалению, так ходят под ручку, за ручку, рядом все время. А еще карты нам что пояснят? Да, в голове у этого человека восьмерка пентаклей, серьезные намерения,
были, есть или были бы, если бы вот не текущая обида. Но вы знаете, мы здесь смотрим его мысли только в настоящий момент. Именно вот сегодня, когда вы смотрите гадание, вот ровно, только сейчас. Поэтому и эта обида может проходящей быть. А вот если более масштабно, например, в пределах там, времени большего, да, то, видите, серьезные намерения не исключены. То есть этот человек думает связать с вами, если не всю жизнь, то большой кусок своей жизни. Этот человек думает вообще-то о вас как о празднике. Думает, что вы несете в его жизнь изобилие и счастье. Видите, 9 кубков, да, это карта счастья называется. А еще он думает о близости. Это карта разных чувственных наслаждений, 9 кубков. То есть вот, очень понятно, да, видите, в массе своей кубки, вот они, и мечи сошлись. То есть человек в мыслях своих, конечно, весь погружен, воображает себе романтические сцены с вашим участием, там разной степени откровенности, я думаю. Вот. И при этом сам прям себе говорит: нет, не надо, потому что вот так вот меня обидели, я не должен, вот что-то такое. Но каких-то крупных плохих карт нету. Карта суд. Вот видите, хорошо, что здесь есть старший аркан, потому что старшие арканы всему придают взрослость, серьезность и вес. Его мысли загаданного человека про вас всегда какие-то пронзающие, может быть, тяжелые. Считается, что по карте суд люди судят друг друга. Можно сказать, что вот романтические ожидания у него борются в голове с судом, с осуждением. То есть он вас за что-то судит, осуждает, можно сказать. Естественно, мы считаем тогда, что, хотя многие карточные расклады построены по этому принципу, что из мыслей вытекают планы, а из планов действия. Но здесь нет карт о действиях. Это немножко забегая вперед, да, вам скажу. Думает он сейчас вот такое про вас. И он думает, что для него сейчас допустима позиция неактивная, какая-то пассивная. Он считает, что он сейчас может и должен посидеть в уголке без вас как-то и перевести дух. Поэтому в 2 словах, да, этот человек думает о вашей с ним любви и думает, что его незаслуженно обидели. Спасибо. Если вы выбрали 3-й вариант, то для вас будут вот такие вот необычные, но красивые карты, новые даже для меня. Они называются Напа Таро. Итак, мы исследуем мысли человека загаданного. Это мужчина, мальчик, молодой человек, как хотите его называйте, бойфренд, муж, жених или бывший муж, может быть такое. Вот. Чтобы гадание было более близкое к вам и красноречивое, пожалуйста, представьте этого человека, вспомните его слова или его глаза. Может быть, вам легко это сделать, потому что он у вас сидит рядом с вами на диване где-то. А может быть, вам уже трудно это сделать, потому что вы расстались, не виделись давно, даже не созванивались. Не имеет значения, самое главное ваши мысли, потому что мы исследуем сейчас мысли героя. А люди мыслями же сходятся, да, то есть вот ваши мысли как молнии по каким-то невидимым энергетическим проводам транслируются в голову человека, о котором вы думаете. Но вы же знаете, что этот феномен достаточно исследованный и доказанный. Соответственно, чем вы активнее будете сейчас про загаданного человека думать, тем больше будет отдача от него, и
И тем откровеннее, понятнее для вас будут указания карт. Итак, что думает о вас загаданный человек? Видите, вот сразу я вам показывала колоду, и там уже карта «Мир» была, да, старший аркан. Она такая большая, одна карта за все, за всех отвечает. Очень, очень все выразительно. Действительно, в центре карта «Мир». Ну что сказать, это последняя карта в колоде Таро, в старших арканах. Она завершает ряд старших арканов. Соответственно, она, ну вот как все завершающее, это пик какой-то наивысшей гармонии. И карта эта очень крупная, самая крупная. То есть у нее вот суммарное число, кстати, и число рождения, если мы про это вспомним сейчас, именно 21. То есть вы не случайно задаете этот вопрос. Этот человек, ну начнем с того, что действительно о вас думает, причем с большой буквы «Д». Думает, мысли максимально крупные. Я бы сказала даже, что сейчас, вот в настоящий момент, он ни о ком и ни о чем столько не думает, как о вас. Потому что, представьте, теперь уже в колоде у нас же все карты мельче, да? И если мы сейчас будем их последовательно доставать, например, для примера, да, будем спрашивать, что он думает там о работе, о друзьях, все равно будут мельче карты выпадать, потому что самое крупное досталось вам. Вот. И он... Вы, конечно, капитально занимаете голову этого человека. И мысли, вообще-то правильные, хорошие, наверное, это те мысли, на которые вы рассчитываете, которые вы хотите, чтобы у него были. Потому что здесь сошлось сразу все. Это мысли о прошлом, которое вас соединяет, момент знакомства или какие-то трогательные эпизоды из вашей совместной истории. Это настоящее. То есть он довольно уверенно и гармонично чувствует себя в настоящем. Он думает, что между вами сейчас все на своих местах. Он не волнуется, он не в смятении, он не торопится, и он не разочарован, он не зол, и у него нет разрушительных мыслей или глупых, хотя это свойственно влюбленным. Это карта «Мир», момент, когда все по полочкам, то есть он думает о вас, много думает, и он рад думать о вас. Вот в чем прелесть. Он рад думать о вас. Он считает, что имеет право, что пришло время, что так и должно быть, чтобы он думал только о вас. То есть счастлив, просто счастлив думать о вас, а какие-то другие мысли о чем-то ином, ему может быть скучно, и он их гонит из своей головы, и все. А еще, кстати, да, карта «Мир», как же мы почти что забыли, да, это же карта завершений. Она говорит, что вот мысли этого человека про вас прожили какой-то определенный этап и пришли к точке, когда они неизбежно должны измениться. Понимаете? То есть люди думают друг о друге по-разному в разные моменты времени. То есть сейчас у него даже и какие-то переломные мысли про вас. Вот он думал строго одно, а теперь в настоящий момент он как будто бы передумывает что-то принципиально другое, но не худшее, а возможно даже лучшее. То есть это как выход мыслей на новую ступень. Может быть, он внезапно как-то по-новому оценил вашу историю или вас. А может быть, он внезапно придал значение или оценил собственные чувства к вам. Знаете, как момент прозрения, откровения какого-то. Эта карта описывает. Дальше у нас здесь есть еще и паж кубков. Да? Паж кубков — это посланник истинной любви. Самая романтическая карта в колоде. Видите, как будто мы с вами нарочно выбирали. Думает о любви, думает о партнерстве, думает о свидании, о признании. Возможно, подбирает слова сейчас, чтобы
подобраться к вашему сердцу, чтобы вам описать свои чувства, чтобы как-то дать о себе знать или как-то показаться. То есть он думает именно о любви, и это похвально и ценно, потому что мужчины все-таки строго о любви-то не думают, как правило. Они думают о чем угодно, о своих там делах, хобби, развлечениях, деньгах, машинах. Но кого-то все равно всех периодически накрывает. Им приходится думать о любви. Вот в настоящий момент, именно сегодня, когда вы смотрите это гадание, мысли мужчины полностью заняты вами. И не только вами, а вот именно вашей любовью, как бы сутью вашего партнерства. Может быть, у него аналитические такие мозги, и он пытается разобраться, так же, как и вы, да? Почему вы вместе, насколько вы любите его, насколько он любит вас. То есть он и там разбирается со своими чувствами. Поэтому, конечно, мы видим здесь героя серьезно и очень романтично настроенного. Еще рыцарь жезлов здесь есть. Это очень хорошо, потому что вот эти две карты сами по себе довольно подвижные, активные. Но как нет пределов совершенству, так и нету пределов активности, которую девушка ждет от парня все время. И рыцарь жезлов говорит, что мысли очень у него скорые. Понимаете, такие деятельные, правильнее сказать, да, деятельные мысли. Это планы, он оценивает то, что он должен сделать, он оценивает, что он может сделать, и он руководствуется страстью здесь. Не боится там наломать дров или, не боится вообще наступить в эту историю или что-то испортить. Абсолютно нет страха, даже отвага какая-то есть, даже есть желание. Вот рыцарь жезлов, это он всегда куда-то едет с кем-то, кого-то побеждать. Вот. И он думает, возможно, да, о своих будущих победах, о том, как он должен победить соперников или обстоятельства. В честном абсолютно бою, да. Победить, и чтобы добиться вас. Поэтому, по-моему, все прекрасно. Это человек, который счастлив думать о вас, и счастлив планировать встречи с вами, и счастлив что-то делать для вас. Вот о чем говорят карты. У нас есть еще несколько карт. Давайте достанем поясняющие. Они могут пролить тоже определенный свет. Вот эти, когда сказала, что он думает побороться за вас, думает о соперниках, я предполагала семерку жезлов, и она прямо выпала. Представляете? Вот я предугадала, да, ее появление. Какие карты крупные. Как будто я выбираю нарочно, да? Видите? Мысли серьезные. Вот одним словом мы можем, да, чтобы долго вас не отвлекать от ваших дел своим гаданием. Я по одному слову могу сказать, наверное. Мысли про вас у него максимально серьезные. Тоже старший аркан, карта справедливость. Она любому раскладу придает взрослость, серьезность, основательность. То есть это и мысли о браке. Он думает о том, Он думает о вашем браке, будущем, отложенном там на какое-то время. Или, может быть, это брак уже есть, и вы вместе с этим человеком. Карта влюбленные, пара, шестой аркан. Этот человек думает, что в вашем лице, не думает, уверен, что в вашем лице абсолютно точно встретил свою вторую половину. И никто больше ему не подойдет, и никто больше ему не нужен. И эта карта выбора, она описывает очень уверенный выбор. То есть этот человек вас выбрал, хотя гадаем мы на настоящее, вполне возможно, что он этот выбор делает именно сейчас. Представляете, как это звучит ответственно? Не вчера, не завтра, а именно сейчас. Он делает, этот человек, этот выбор, что вы только для него, он только для вас.
и никого больше нет на свете. Ну, самое главное, видите, как у вас самая главная карта про любовь. Тут, в сочетании со всеми они критическую массу даже, знаете, как нагнетают. Здесь перебор есть какой-то, даже многовато. Серьезности многовато всего. Семерка все-таки жезлов появляется, да? Вот, видите, она рыцаря дополняет. Он прям хочет очень побороться за вас. Ну, может быть, просто воинственный человек. Может быть, он привык все лучшее в жизни в бою получать. Такой активный гороскоп, может быть, Марс какой-нибудь огненный. Вот. И отчасти, да, семерка жезлов намекает на какую-то ревность, но, знаете, такую не злую. Это скорее желание сразиться с любым, кто к вам подойдет на расстоянии там менее 3 метров. Вот такой вот какой-то. А еще, видите, откровения какие от вашего героя поступают. Карта императора выпадает здесь. Это значит, что этому человеку очень-очень важно занимать в вашей жизни, в вашем сердце и в вашей голове самое главное место. Или, правильнее, нет, место самого главного мужчины. Он думает сейчас напряженно, как отличиться, как убедить вас, что он единственный, лучший, неповторимый. И что он может и должен командовать, а вы должны подчиняться. То есть, знаете, действительно, мы здесь в картах видим вот какой-то идеальный набор. Я ни одной карты, ни одного намека здесь нет лишнего. То, что хоть уверен, что надо за вас бороться, прекрасно, без этого не бывает интереса мужского, я думаю, да, потому что мужчины, они такие. Им не нравятся женщины, которые не нравятся другим мужчинам. Если вы не знаете, то знаете теперь. Вот. Потом желание отличиться и быть абсолютным авторитетом, абсолютным героем для вас. Это тоже обязательно, тоже так должно быть. Мысли о браке, мысли об ответственности у него есть за вас. И мысли о том, что вы такая пара, слепленная Богом. Вот так. Поэтому здесь все предельно. Влюбленности есть, или оценка своей, или вашей влюбленности. Вот. Это мысли загаданного лица для вас в настоящий момент. То есть окончательный выбор, серьезность и гордость за то, что вы достались именно ему. Спасибо.